Я даже проксис не получил за это все. Вот этот весь промежуток. Охренеть. Можно проксис? Ой, да. Похоже на проксис. Я извиняюсь. Так. Какой-то подвал мне сказал. Бля. Там летит. Эй, сейчас подожди. Это ничего не дало. Так, чё я так туплю-то? Я не понимаю. Сейчас он меня заметит. Вроде нет. О, мой. Access grant. Нет, не заметил. Ящик лучший друг, ящик лучший друг. Ты его с собой бери, потому что охрененно. А? Типа мог себя поднять? А нет, секретарь. Господи, ты успокойся, ты новые коды всем разъясняли. Когда у тебя увольнить, а тебе выдохнуть как следует? Странные техники задолбали возить с лазерами, бла-бла-бла. Я все задолбал, задолбал, окей. Этим пользуюсь как-то. Раз на раз. Да. Молодец. Хочу убрать. Все. Брал. Я убрал себя из эволюционной цепочки. Потому что хочу сказать, вы все ублюдки. Угу. И шо? И что это мне дало? Потрясающе. Прыгать 3 метра. Ну да. Хрен мне там. Хотя можно протащить, если честно говоря. А давайте. Попытка не пытка. Так как говорится. Мои ящики. Делаю, что хочу. Да. Тут понравится этот большой. Потрясающе. Стелс!
Стелс. Давай, стелс. Что за стелс? Без таскания вещей. О, пиво, вот это по-нашему. Точно здесь я смогу поднять. Смогу и забраться. Ты меня не видишь. Я тебя тоже. А, не, ничего не видно. О, пиво. То, что мне нужно. Access grant. Пау, пау, пау. Передача груза запрос я уже отправил, пока ничего не известно, по крайней мере, пока не утихнет шторм. Похоже, троих из них ждут разрешения, к тому же у ГО-3 стоит интерлюдия. Удачи, если хочешь что-то выяснить об этой крошке. Судя по всему, один из них был в Токио, так что, может, тебе удастся выпросить у Берка разрешение поразвлечься. Я-то знаю про твою слабость к взяткам, и не придется ради этого добираться до Плазы, и без посредника можно быть. Повторяем прибытие, да. Меры безопасности, религиозное слово, боже. Я мечтал об этом читать. Всегда. А, нам надо еще и взламывать. Еще и робот здесь у них есть. Попробуем. Access grant. What the fuck is this? А, да. Эх, ну да. Побежали. Я точно ничего не пропустил.
restricted areas will result in termination and prosecution. Cargo crew to Sector Alpha. Cargo crew to Alpha. Все сделали, чтобы дольше было. Access granted. Мгм. Как нет места. Пухаем. Это не очень нужно. Access granted. Да блин, я туда же сам. What? If anyone's here, come out now. Не-не-не, конечно, все выйдут. Я ненавижу эту тварь, она может не стрелять хотя бы. Замечай за секунду, понимаете? То есть камере нужно подумать, а вот боевой машине, которая в сущности может ответить, не знаю, просто то, что расстреляет. Не знаю. That's far enough, Jensen. You're behind this? I said that's far enough. I can explain everything if you just stay where you are. Last time we talked, you used me as a punching bag, and now you want a conversation? I didn't exactly have a choice. I had to make it look good for Burke. Right now, he still thinks I'm on Belltower's side. But the minute he connects me to your escape... That's your problem, not mine. Then Dr. Megan Reed really doesn't mean anything to you, does she? What do you know about Megan? I know the name set off way too many bells and whistles when I added it to Burke's profile search on you. But it helped me to figure out who you are and why you stowed away on the ship. You think Belltower kidnapped her, don't you? You want to tell me you didn't? I wish I could. But after what I've seen this past year,
All I know for certain is she's not on the base. Not anymore. What's that supposed to mean? Not what you're thinking. Listen, Rifleman Bank Station supports all bell tower operations in this region, Jensen. Regular contract and special op. 6 months ago, I received orders to pull every regular grade soldier and civilian contractor away from the airstrip. 2 Black Hawk helicopters set down minutes later. I thought it had to do with Australia, especially when I saw covered stretchers coming out. How many? 5. Guarded by a heavily augmented special ops team. Burke went out to meet the leader and the whole group disappeared inside the detention camp. There's some kind of black project going on in there, Jensen. Something involving prisoners and scientists. And I need you to find out what it is. Ученые. Tell me more about these scientists. Technically, I'm in charge of operations here, so I keep tabs on people coming in and out. Burke keeps meeting with doctors and researchers, telling me it's part of his interrogation technique. You got any names? None that I trust, unless the Doe family suddenly expanded into Australia and Asia. Thing is, I don't always see how they leave. Yet you're sure that Megan did. The Blackhawks did. Without the stretchers, but loaded with 5 stasis pods this time. Tell me more about these scientists. Technically, I'm in charge of operate. Wow. No. The Black... Почему я? Why me, Keitner? That is your name, isn't it? The one Burke used back on the ship? Natanya Keitner, yes. And it has to be you, because any movements I make are noted and logged. I can't risk blowing cover. Cover? Who are you working for? A few months ago, an Interpol agent approached me. They've had Bell Tower on their radar for some time, but they've never been able to prove anything. The things that agent pointed out about this base, it opened my eyes to a lot of things. So you see, Jensen, I really am playing the good cop and the bad cop. Окей. Секретный проект. I'm gonna need more information than that. Tell me about this black project. I wish I could, but it's been classified. So classified every BT suit I've talked to refuses to even acknowledge its existence. But you've seen something. Only the edges. This station is part base, part military stockade, and every week a new shipment of belligerents arrives. Only, Interpol says they're not on anyone's terrorist watch list. Most are just civs. Harmless civs. Burke takes them into a restricted wing of the detention camp, and they just disappear. Ага, ну ладно. Fine. What do you need me to do? Hold still for a second. What the? Relax. I'm just compiling your biometric signature. Retinal scan, pulmonary and vascular imaging, the works. Once I upload it to the network and give Corporal Alan Tyler a security rating, you'll be able to pass through specific checkpoints in this sector. Only this sector, why not others? Because you're a fugitive, Jensen. The less room I give you to maneuver in, the more likely it is you'll stay one. I can get you into the detention camp, but the interrogation wing is going to be a problem. Only Burke can give clearances for that. And I assume you don't want me to go ask for one. Still the comedian. There's a security mainframe inside the detention camp's central command tower. You'll need to upload this copy of your biometrics there by hand. Contact me using your Infolink once you do. Any more questions? Оружие. I could use some more hardware. Any chance Corporal Tyler will have access to the armory? You're still a fugitive, Jensen. I suggest you keep a very low profile. Still, there is someone who might be able to supply you. One of the base mechanics, a civilian named Quinn. He runs a nice sideline in procurement. I know the type. Why should I trust him? Because I do, and because he has no love for Burke. He's in the lower level maintenance area near the elevator. He'll get you what you need. Сопротивление. The guards in the prison complex. Are they Burke's men or yours? Definitely Burke's. Highly trained, special operatives. So if you start a firefight in there, don't expect to live long. I'll keep that in mind. Burke. I'd like a little clarification here about you and Burke. I take it he outranks you. Technically, yes. But this station is only part military stockade. And while he and his unit have 100% control over the detention camp, I have authority over the base. So I don't need to worry that this is all just some creative attempt at mutiny. Mutiny? You think I'd risk so much because... Listen close, Jensen. Burke is a sexist, chauvinist pig. And yes, he outranks me. He's also been in Bell Tower a lot longer than me, so he's got more connections. Which he's used to undermine me at every turn. But that is not why you and I are standing here right now. People are getting hurt. Innocent people.
And we have to find out why and expose it. Exposure could destroy Bell Tower. Bell Tower used to have honor. We do this right, it might again someday. That's all I need to know. Good. I'll upload to the security network from here, so get going. Alan Tyler will exist by the time you reach the prison security port. Just be careful, and try not to draw too much attention. Может, даже одежду, чтобы я переоделась. Нет? Так, в магазин надо зайти. Да. Привет. Интересно, они хоть как-то объяснят, как я восстановлю все свои праксисы? Имплант или модификация, как хер знает, как это назвать. Практически всего, читайте в номере Зейна, боже мой. Потрясающе. Are you Quinn? Yeah, that's me. Jensen, is it? You weren't followed, were you? Not that I'm aware of. Yeah, I can believe that. They're having a hell of a time keeping up with you. Собирайся здесь. I intend on keeping it that way. Well, you've certainly ruffled a few feathers higher up. It's not like they don't know you're here. Stowed away on the ship, I mean. It's only a matter of time before they bring the hammer down. Put a stop to your gallivanting on the base. I just hope I'm not near you when the iron's hot and you're on the anvil. Look, Keitner said you can help me. Can you? Yeah, she told me to be expecting you. I'm just glad you came as soon as you did instead of going off on your own. There's enough kegs of powder lying around here already without throwing another loose cannon in the mix. You know how much we're risking to keep you off the radar? We've only got so much pull around here. It's Burke's show, and he'll do as he bloody well pleases, which means stamping out any rats the moment he gets wind of them. I'm grateful, but can we get on with it? I understand you run a nice little sideline in procurement. Aye. From time to time you might say being inclined to do a little, how should we call it? Bartering. On the side. Since the commander signed off on it, I suppose I could open my stock to you. For a price, that is. You mean I have to pay? What? Of course you have to bloody well pay. I ain't exactly a fucking armory quartermaster down here. I'm just a civvy contractor trying to make ends meet. This ain't a bleeding charity. Considering the circumstances. Circumstances? What, that you're a fugitive and I'm risking my neck just talking to you? What are you trying to pull here? Although, I don't suppose you had anything to do with the stasis pod that was saved back on the ship. How do you know about that? Ah, so it was you, eh? Well, let's just say I have my sources and your little random act of kindness didn't go unnoticed. Tell you what, I'll give you a discount on me wares. Just no freebies or handouts. But now that I think of it, if you're looking for a little something for nothing and don't mind a little legwork, I've got an errand that could use running. Consider it a special offer of sorts. Interested? По поводу специального предложения. All right, tell me about this special offer. Look, I don't know if you've noticed yet, but this base is packing some serious heat. Especially in the form of those walking brick shithouse boxcars. If you get me a few odds and ends, I might be able to whip up a little something to make getting around easier, if you catch my meaning. What kind of something are we talking about here? Nothing fancy, just a 329 series MPRS. A rocket launcher? That's right, mate. And custom built. By yours truly, of course. You see, while I might be able to get my fingers on some low-level arms, I'm a little restricted when it comes to military-grade bells and whistles. And I'm itching to try out a new trigger propulsion mix. Maybe even recalibrate the guidance system for some extra punch. Не совсем подходит. I'm not convinced jury-rigged explosives are exactly my style. Look, I'm not telling you how to do your job or anything, but you might want to consider carrying a little extra insurance while you're here. Look, all you gotta do is find me some components. I'll do the rest. An earlier boat had a shipment of 329s, but I wasn't able to poach any of them before they made it to the armory. Luckily, little Sparrow and my employee managed to lose one through maintenance circulation.
but he got himself shit canned before I could collect. Now my little bute's lying around the base somewhere in bloody pieces. The launcher, I mean, not the wee man. Though, no idea what really happened to him. Right, so, long story short, you need me to find the parts and bring them back to you. Yeah, that about sums it up, I'd say. Just find me the trigger module, scope assembly, and launch a barrel, and we're in business. I can scrape up the rest from leftovers here in the shop. I think I already found one. Aye. Let me see what you got there. That's the 329's trigger module. Let me know when you find the other two. No way. Money back guarantee or warranty. You break it, you buy it. Пожалуйста, Праксис, ну хоть один. Один. Ты шутишь. Надо продать. Крайне перезаряд, это. Так, это. Thanks for shopping at Quinn. Интересно, куда это меня приведет. И... вижу. Очень нужно. Мамма мия. Блин. Он сказал мамма мия, все. Куда я приду? Я чуть не понял. One fucking question. What the fuck? Where are you? Где я был? Или мне не надо на лифте обязательно так подниматься? Вроде можно что-то взломать. Или нет? Или нет? Ну иди ты в жопу. А нет, подожди, дай мне продать тебе. Прости. Прости меня, я не виноват. Новая информация. Between Keitner's men and Burke's? Aye. Since time immemorial, there's always been a rivalry of sorts between grunts and spooks. I always assumed it came down to ego. But it's different here. Probably because Burke's different. What do you mean? Well, for a start, the man might be a righteous prick, but he's got the respect of his men. And the higher-ups think he's a visionary based on some fancy tech he drummed up a few years back. In other words, the man's got a lot of influence and a lot of power, and, well, I don't think that old proverb needs to be... думаю, нет. Думаю, ты мог... Так, назад. Обычно... Buy something or bugger off. Идиот. Так, подожди, у тебя там что-то есть? У тебя там что-то есть. А как тебе зайти? Мужик, это... Я тут интересуюсь немножко. Зайти. А, точно, точно. Вспомнил. Финал, точно. Точно. Ни разу, вроде ни разу. Нет, делал или не делал? Не помню, делал гранатомет или не делал гранатомет. Вроде нет. Чё? 3 праксис. Ну, первое, что я, наверное, прокачаю, это количество.
Привет, пока. Ну, Access granted. вау. Как работает? 3000. А как они, ну, как они потом мне вернусь? То есть, а эти учитываться не будут заработанные мои? Нет, я не понимаю. Access granted. Access granted, access granted. Access granted. Прибытие подтверждает запрос. Это нам определенно это пригодится что-то. Подтверждаю, в Брисбен, Австралия, примечание Маниле, он заберет гранаты в Египте, форму и постельное белье в соответствии с вашим запросом. Прошу прощения за задержку, проблемы с поставщиками-то. Это надо отдел поставок направления. Если вам действительно нужна печь для пиццы, заполните стандартный план. Лейтенант, я проверю наличие несанкционированных материалов на СРП, а именно предметов обихода класс 1 или личных вещей класс 5. Нас обнаружился избыток таких материалов, однако они поступили не из наших учреждений и не по обычным каналам. Тем не менее, мне не удалось найти доказательств связи базы с черным рынком. Могу лишь заключить, что вышеупомянутый материал приносит солдаты при возвращении с постоянной службы. Приема пищи, почту. Полезненько. Полезненько. Немножко. Нет. Привет, пока. А чё я? Надо проверить. Дверь открылась, представляешь? Бывает так иногда двери, знаешь. Щеколды, может, или еще что-нибудь. Может, дверь отваливается просто сама по себе. Понимаешь, что-то все может быть. Что тебе не нравится спецназ? Спецназ! Говно. Можно остановить. Еще раз. Нет, лучше начать. Access granted. Выкл. Выкл, 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 выкл. Выкл, 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 выкл. Ну, бывает. Бывает, я так скажу. Только... Ладно, может, мне повезет. Нет. Не успею. Пожалуйста, ну не на первый же. Спасибо. Access Да, granted. что ж такое? Ладно, плевать.
time. Nothing here. Прям вышел перед ним. Hello? Пока. И за это мне не дают ничего. А, нет, дают. Деньги не нужны. Sure something's here. Давай. Так, нет, бери. This is fucking Burke. Activating security scan. Biometric data assembled. Знаете, это одно дело, когда это для консоли как прогрузка, а другое дело, когда это для ПК Granted. как говно. Вот. Охренительная мысль, знаю. Как не подняться? Вопрос. Should have just reported him. Burke likes to handle breaches in protocol himself. Может, свалишь? God damn. Это будет We all полезно understand для what's тебя. He's Костей, знаешь. Keitner, Jensen, What was that noise? I'm in your detention camp and uploading to the security mainframe now. Copy that. Any problems? Negative. I gotta say, though, this isn't exactly what I was picturing when you described it. Yeah, well, we'll talk about that later. Right now, you need to get inside the interrogation wing and find out what Burke is hiding. Contact me when you know. Keitner out. Какой к черту крыло добро. Еще раз на... А нет. А как мне наверх? А можно было только в башню войти. А просто увеличилось. А, вижу. Мне почему только дойти оттуда. О мой бог. А куда мне надо? Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Па-па-па-пам. Па-пам-пам-пам-пам. Да-да-да-да. О май гад. О май гад. Access granted. Ладно, не буду взламывать. Насрать.
Ну? Чё? Как ты меня заметил, тварь? Уйди чуть. Вот как? Там секунд 5-то был. Эти товарищи замечают так быстро, что... Можно. О мой... Либо я сейчас пройду, либо я потом пройду. Вообще можно, как бы, сейчас я придумал что. Ты же не заметишь меня? Но зато гравитация меня заметит. Или патроны сработаны. Спасибо, что говорите мне истину человеческую. Ладно. И что у нас здесь? Вы все говно, а говно должна говорить громче. Activating security scan. Чищающие загрузки. Хоть даже уже не загрузки. Может, игра грузится, ну, секунд за 2-10. С нынешнего железа. Она и так-то грузилась, даже на моем железе. Access granted. Ну, да. Мне казалось, здесь какой-то должен человек быть. Ладно. I'm sorry. I'll stay quiet, I promise. Just don't hurt me anymore. Calm down. I'm not gonna hurt you. You're not one of them? One of the scientists? Please, you've got to get me out of here. We've got to do something before they come back. I don't want to disappear like all the others. Они. Все в порядке. It's okay. What's your name? В порядке. Miss Sullivan. I don't know why they're holding me in here. They just grabbed me off the street. I heard Cape Town was dangerous, but I thought with all the security around... Cape Town? South Africa? Isn't that where we are? And I blacked out. They drugged me, I think. I was on vacation in Cape Town at the end of the summer. I was going to be starting senior year in the fall, and I wanted to have an adventure. My parents must be so worried. I take it you're not a terrorist, then? No, I've never done anything wrong. Never demonstrated against anything or anything. But neither have most of the girls here. I'm not sure about the men, but please, can't you get me out of here? Я не хочу. Боже. Чек за кадром. Hold on. You said they were coming back? Who? Burke? Is he behind this? I'm not sure. He comes around, but not that often. I know he gives the orders around here, but he doesn't seem all that interested in us beyond some psych tests and questioning. He mostly leaves us to the doctors or scientists or whatever they are. Tell me about these scientists. Is one of them a woman named Reed? I don't know. I mean, there is a woman, but her name is Kavanaugh, not Reed. I heard the guard call her that. She seems different. Like she doesn't like what they're doing to us.
I can't help but think she's being forced to do these things. The others just treat us like animals. It's horrible. I just want to go home. Это территория. I want to help you, but you've got to stay calm. Now, what did you mean by disappear like the others? What's been going on back here? I don't know much. I've heard rumors and seen some things, and I know what they've done to me. Biopsies, blood samples, tissue cores, like I'm some sort of lab rat. Is that why you're back here? Separated from the others? This is where they study and examine us to see if we're compatible or something. I don't know what they want from us. Sometimes we're sent back to the cells. Those that aren't. Some of the others think we let them go, but I think they're being sent somewhere else. Another facility maybe, or somewhere else inside this one. Why? What makes you think that? Because of the way they talk when they're with us. It's like they're looking for some kind of perfect gene match or something. I'm not a doctor. I don't understand it. I just don't want them touching me anymore. I know this is gonna seem cruel, but I can't help you right now. You're going to leave me here? You can't. You have no idea what it's like. Please. I can't have you tagging along just yet, or walking the halls alerting the guards. Trust me, when I can get you out, I will. But your best bet is to stay put. I'll alert them anyway. Burke and the 2 doctors were just here heading for the morgue. I'll tell them you're here. I will. Let me out or I'll tell them, I swear. And then what? Do you really think they'll let you go? I'm still the best chance you've got, but you have to be patient. Please. Don't go. So what did these ones die of, Savage? Complete neurological breakdown from the looks of it. Organ collapse, nerve degradation. Find him. There's been some trouble on the base. My man will take care of it. You were saying? We may be looking at serious cross-systemic failure issues with the OCM. It's those god-awful implants, Gary. The whole inhumane procedure. After a while, it just burns them out. Has this been happening at the other sites? We've experienced some die-off, yes. But I've been told Dr. Reed's research may offer a breakthrough. If we could bring her back here... That's not going to happen. Then we need to start considering other options. A nanotech-based solution, performed on willing volunteers. And are you volunteering yourself, Doctor? Tiffany, please. I need to look at the raw data, Commander. If you would. I turned a blind eye to your little office romance, Savage. But if she becomes a problem, she will be volunteering. Keitner, I found out what Burke's been concealing. The interrogation wing is some kind of medical testing facility. He's using the prisoners as lab rats. For what? Not sure. I'll need Burke's retinal scan data to find out. I can't download that without setting off a million alarms. However, Burke's eyes are enhanced, Jensen. He uses special retinal prostheses custom-made for him by the Tai Young Medical Corporation. You want me to remove Burke's eyes? Not the ones he's currently using. He just received a new set this evening for when the cargo ship docked. With any luck, you'll find it in his office. Keitner out. Отрывок из речи ударил на конференции Чек плюс Сан-Хосе в 2020. Мы носимся с идеями, как приделать к нашим телам механические руки и ноги, но я твердо уверен, что огромнейший потенциал для инноваций лежит все же в нашем собственном мясе, в мозгу, если говорить более конкретно. Глубокие мозговые импланты — вот путь, который может как следует разогнать машину человека. Подумайте о нашем сером веществе. Нейроны ДНК несут чудовищное количество информации, позволяя нам...
воровать параллельно огромный объем сложных данных, но при этом наша мокрая память фрагментарно нестабильна, нам не хватает возможности передать данные полностью. Использование имплантов и когнитивного улучшения, обеспечивающих ноотропные стимуляции, позволяет нам достичь нового уровня нейронной синхронизации, потенциально способны расширить возможности мозга. Беспроводные модули передачи данных фактически открывают перед нами возможности радиотелепатии. Более быстрый мозг может обрабатывать больше данных, быстрее реагировать, передавать данные в реальном времени другим лучшим, аналогичным образом людям. Вот видите. Так это вроде бы... Нет, вроде было. Та же самая игра. Только в синеньком. О мой бог. Закружимся. Это значит, что сегодня мы подружимся. Давай побыстрее. В Думе или Half-Life хотя бы можно прыгать. Я не помню, в каких играх было сканирование. А там можно было прыгать, ходить, бегать, стрелять, по жопе давать. Прям стерильно. Потому что это гребаная загрузка на самом деле. О май гад. What the fuck? Мне плевать на тебя, а сказала моя печень. Ничего ты не видишь. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Боже, быстрее это можно. Быстрее это можно побыстрее, пожалуйста. О да. Я прошу тебя. Пойди на завод. Всякий случай. Все, они поставили людей. Так нехорошо. Так не по-человечески. Такие будем людьми. Не увидишь. What? Смотрите, иди в жопу, короче. Иди ты в жопу. Нужно ему все было исправить. Нужно. Знаете, ты мне... Ну, он не друг, правда. Вот этот не заметил, но тот заметит. Тот помидор. А теперь ты его не заинтересовал, ну никак. Привет. Нет, нет, нет. Хотя бы новости какие-нибудь дали почитать. Ну, честно знаю. Мне-то зачем знать, что у меня где.
Biometric data assembled. Subject recognized. Давай. Access granted. Ну давай, ну быстрее. Тыкаю как могу. Ты, может, свалишь? Вы что, серьезно, что ли? А, ну конечно. Да. Так, я пошел, мужик. Прощай. Не заманал. Немножко так. Оп. What the fuck? Угу. Сейф 10 из 10. 10 из 10. 100 из 40. 40 из 40. Все? Успокоился? Оп, 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 похрен на тебя мне. Еще раз включаю я свое супер-пупер. Супер-пупер. Мне нужно туда, серьезно? Are you fucking for real? Ну, быстрей. Access granted. Быстрее, быстрее. Австралийский конфликт обостряется. Гражданская война, бушевавшая в Республике Австралии более 2 лет, может разразиться с новой силой. В субботу войска Южно-Австралийской Федерации ЮАФ, возглавляемые наемниками БТА, вступили в бой с повстанцами свободных штатов Австралии в районе Элис-Спрингс в северо-западных территориях. Один солдат БТА погиб, 5 ранен. Такой результат ЮАФ назвал ничьей. Разумеется, любая смерть в Австралии приносит страдания, заметил представитель Министерства обороны ЮАФ Дональд Фредо. Но прогресс есть. БТА продолжает оправдывать свою репутацию со временем восстановления. Восстание будет подавлено. Главный вопрос на кону – приватизация или национализация нефтяных залежей на австралийских территориях в Антарктике. Отзыв биочипа вызывает не только головную боль. По всему миру в клинике протез клиенты начинают устраивать ожесточенные стычки, беспокойство по поводу сбоев чипов, а также слухи о приоритете обслуживания VIP клиентов полицейских и военных вызывают ожесточенные бунты. Keitner, I've got the eye, but it's not going to fool a retinal scanner unless it's attached to an optic nerve. I know that, Jensen. I do have a plan. Take the eye down to Quinn. He'll know what to do. Keitner out. Access granted. Поздравляю, мой брат уже говорил с вами лично, я тоже хочу поздравить вас с повышением. Так держать, друг мой, прочтите. Сегодня утром ко мне попали любопытные документы, что-то новости техники, работающие над нерв расширения для Гидры. Ваши люди, именно добровольцы, придумали новый термин для обозначения преступов, которые они испытывают более выписки мозгосбой. Бла-бла-бла. Коалиция свободы, ответственность ООН перед миром. В нашу эпоху, ставшую свидетелем расцвета терроризма, как способы геополитических изменений, эпоху, когда ни одна страна не способна в одиночку справляться с обеспечением безопасности и законности, а следует задуматься о том, что пришло время ООН взять на себя такую ответственность. Ответственность. Сегодня не скована границами или капризами правительств и корпораций. Вот
то, что нужно в наше непростое время. Нельзя отрицать необходимость подобной организации наблюдать за зверствами, учиняемыми преступниками и фанатиками. А он предлагает начать серию оценочных исследований, дабы со всей серьезностью рассмотреть перспективы создания новой национальной антитеррористической организации. Боже, чихнуть хотел. Наша привычная свобода в опасности, ей необходим новый защитник. Ладно. Какой у тебя план? Убить меня, что ли? Потому что я серьезный, мне надоело таскаться из одной в другую, потом проходить сканер детектор. Зачем? Объясни ты мне. Вы мне карточку могу сделать хоть какую-нибудь, боже. Угроза комплекса отражения кибернетики Юдеру 2015. Как и любое новое изобретение от автомобиля до телевизора, технологии модификации стала объектом нападок и обвинения в том, что она уничтожает наше общество и превратит всех людей в полных идиотов. Не сомневаюсь, что вам, как и мне, уже порядком наскучили эти неумные выпады. Однако нельзя закрывать глаза на тот факт, что кибернетика палка о двух концах. Дело технологий доступны всем. Каждому мы должны осознавать, что есть риск ее попадания в руки людей психически неуравновешенных, нельзя отрицать. Так это было, блин. Ну ничего, это же было. Неуравновешенных нельзя отрицать. Впрочем, ничуть не больше, чем космические руки. Так что этот комплекс. Так это было это все. Было это все. Фу. Было это все, было это все. Зачем это повторять? У вас вроде ДЛС. Оно должно расширять. А не просто, ну давайте повторим то же самое. А чё? Можно сказать, да. Access granted. Неактивно. Где? Так надо сажать пластиночку. Да, выпрыгни, пожалуйста, мой дорогой друг. Хочу написать. Что ему да? Нет? Раз, два. Побежал. Тварь. Может. Вообще ничего не было, просто вылетел привидение, знаешь. It's a ghost. It's a demon. Just saw the Irishman down below. Пожалуйста. Алло. Использовать. So, what's the story? Just got off the horn with the commander. She says you got something for me to take a look at. Prosthetic eye, one of Burke's. We needed to get past a retinal scan, but it's useless like this. Aye. Without an active neural connection, it might as well be an expensive paperweight. May as well put a gobstopper in front of the scanner for all the good that thing will do you. Solutions, Quinn. Think you can handle this? Lad, I may be just a mechanic, but I'm also the only thing keeping this whole bleeding facility from sinking into the abyss. Think I can manage a simple optic frequency bypass. Just let me get me tools. Right. So that's it now. You got the eye. Sorry it took a little longer than I expected. Nearly break the damn thing once or twice. New TUAM firmware and such.
Now don't go fucking around with it. It's only got a limited lifespan due to the temp power source I rigged. It's only good for one use. Got it? This is pretty impressive work for a mechanic, Quinn. What's that supposed to mean? There's more to old Quinn than meets the eye. No pun intended. You wouldn't be the first fool to underestimate my know-how. Well, there's more to this job than just a simple battery swap. I saw you modifying the BIOS. This is state-of-the-art hardware and software. You're not just a mechanic. You're a hacker. What are you going on about now? Ain't nothing you couldn't pull off with a degree in computer engineering and a little elbow grease. Come off it now. We ain't got time for this. Он двигается. Is it supposed to be moving? Aye. Bloody creepy that is. Try not to pay it any mind now. Thing's stuck in calibration mode. Trick is, I got it thinking it's plugged into a new host. And by rewriting the system diagnostic checks, it'll keep trying to connect without detecting anything's amiss, which in turn keeps it alive in a manner of speaking. Fucking brilliant piece of engineering work, if I don't say so myself. Одноразовый. Why only one use? Without being hooked up to a proper battery, like your brain. The voltage spike from a single scan will trip the surge protectors, shutting it down to prevent further transmissions. It's a redundant safety mechanism built into the optic nerve to prevent frying your noggin in a dorsal ventral feedback loop. Short of putting the thing in your own head, which I ain't exactly equipped to do, there's no way around it. Besides, I think the commander preferred it this way. Well, hopefully this thing works. It'll work just dandy so long as you don't do something stupid like drop it. And it ain't a bloody webcam. So don't try using it to spy the knickers up someone's skirt. I gotta go. Right. Do's both of